Здравия всем, на связи Властислав, вы на канале «Все об общем, все как есть». В этом выпуске крупный российский туроператор объявил о запуске полетной программы на венесуэльский остров Маргарита. Доллар и экономика Венесуэлы. Что сейчас? Олимпиада Токио 2020 и победы Венесуэлы. А теперь все по порядку. Стоп, пока не начали. Хочу напомнить, что существует телеграм-канал, привязанный к YouTube-каналу «Все об общем, все как есть», где также освещаю новости, события и разные истории из жизни Венесуэлы. Присоединяйтесь. Ждем пополнения. Крупный российский туроператор объявил о запуске полетной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщает Атор. Первый рейс на курорт запланирован на 16 августа из московского аэропорта Шереметьево. Затем самолеты будут вылетать на остров раз в 10 ночей. А уже с 26 октября заявлено 3 еженедельных рейса по вторникам, четвергам и субботам. Курорты Маргариты известны как более бюджетная альтернатива отдыху на знаменитых Карибских островах. И они значительно дешевле туров в Мексику, популярным направлением которого стало в 70-е годы 20 века. В компании уточнили, что стоимость поездки на венесуэльский остров для двоих при размещении в трехзвездочном отеле с завтраками составит около 131 тысячи рублей. А вот цена за тур по тарифу, все включено, будет значительно дороже, от 188 тысяч рублей. По мнению турагентов, опрошенных Атор, это направление может стать востребованным у россиян. Венесуэла подойдет для наших туристов, там отличные пляжи, хорошие отели и разнообразные экскурсии. Главным сдерживающим фактором были цены. Полетная программа туроператора решает эту проблему, считают представители отрасли. Для въезда на курорт россиянам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации. Спутник Ви одобрен местными властями. По прилете нужно сдать еще один тест в аэропорту. Это касается всех туристов, в том числе вакцинированных. Также накануне поездки путешественники должны запросить пропуск здоровья на специальном сайте и получить QR-код, необходимый для въезда в страну. Вот уже второй год полным ходом верно и уверенно шагает доллар по Венесуэле. Долларами расплачиваются везде. Даже цены на публичных плакатах вывешивают в этой валюте, что значительно упрощает обмены. На сейчас экономика Венесуэлы уже показала свои усы из-под земли. Неизвестно, может тому причиной туристические привлечения и программы, но страна маленькими шажочками начинает вскарабкиваться вверх. Поясню. Даже заработная плата производится в долларах. Если не учитывать официальную статистику, а взять круг моих друзей и в свою очередь их круги друзей, я бы выяснил, что по минималке получают 40-50 долларов в месяц. Куда лучше по сравнению с предыдущим годом, где составляло до 30 долларов. Значительно улучшился товарооборот в стране. Магазины стали расширяться, приобретать различные ассортименты. По заявлению служащего порта Пуэрто-Ля-Крус, удвоились прибытие контейнеров из стран Евразиатского континента. Но все так же плохо остаются международные почтовые службы. Немалое число населения страны свои денежные активы теперь беспрепятственно перемещают в соседние страны и даже свои сбережения держат там. Мне вообще мой адвокат предлагал открыть валютный счет в одном из банков за полчаса. Да, кстати, предлагаю вам подписаться на телеграм-канал CryptoInvest. Мой хороший знакомый. Он поможет вам наработать базу по финансовой грамотности. А для начинающих просто предлагают повторить действия и получать свои проценты. CryptoInvest и ничего больше. Правда, не знаю, как далеко вырвется Венесуэла к успеху, но предпосылки видны. Очередным шагом на пути к развитию стали приглашаться инвесторы других стран, предлагая различные подушки страхования. В прошлом месяце на остров Маргарита приезжала делегация из Польши с целью помочь в развитии штата Нуэва-Эспарта. Не только в туристическом, но и в дорожной, электроэнергетической, водных сферах. Олимпиада Токио 2020 – самая нерентабельная Олимпиада в истории, но и оказалась одна из продуктивных Олимпиад не только для российской сборной, но и команды Венесуэлы. Все началось с того, что Венесуэла оплатила права на организацию телетрансляции Олимпийских игр 2021 года в Токио. Однако не может им воспользоваться из-за проблем с переводом этих средств оргкомитету мероприятия. Об этом сообщил в среду президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Венесуэла заплатила за права транслировать Олимпийские игры 2021 года в Токио.
Финансовое преследование банков не позволяет оргкомитету получить венесуэльские деньги, заявил глава государства в ходе трансляции в соцсетях. По его словам, решением данной проблемы на месте в Токио занимается министр спорта страны Мервин Мальдонадо. По мнению Мадуро, Венесуэла столкнулась с очередным проявлением банковского и финансового преследования, за которым стоят США. По федеральному у Венесуэлы 1 золото и 3 серебра. В общем зачете всего 4 медали. Венесуэльские тяжелые атлеты Хулио Майора 73 кг и Кейдамар Валенья 96 кг получили серебряные медали, заняв такие позиции. Также пополнил в копилку Венесуэлы серебряную медаль гонщик-боемиксер Даниэл Дерс. Ну а главным событием стала венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас, завоевавшая золотую медаль в тройном прыжке и стала двукратной чемпионкой мира на Олимпийских играх в Токио 2020 с новым мировым рекордом 15,67 метров, достигнутый в ее последней третьей попытке. Она не только добавила к статусу двукратной чемпионки мира титул олимпийской чемпионки, но и побила рекорд планеты, установленный украинкой Инессой Кравец 10 августа 1995 года. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Властислав, канал «Все об общем, все как есть».